Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Леста Гейм. Сегодня у нас на обзоре советский тяжелый прем-танк 8 левела. Купила я его недавно, вот он появился в магазине за голду. Это К2. Да, тяжелый советский танчик. И прежде чем мы продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео и подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем, конечно же, с бронирования, а тем более К2 это как раз про бронирование. Итак, господа, коллижен модель нашего К2. У нас такой хотели, видать, сначала сделать щучий нос, а потом по центру привили сплошную пластину. Ну и давайте глядеть. Что касаемо НЛД. 195, 191. В такой проекции нас одноклассники, такие как Крайслер, такие как ИС-5, ИС-6, уже испытывают определенные затруднения с бронепробитием. Вот. А если у нас еще какой-то вот такой будет доворот 219 или вот так 250, да, соответственно, у всех будут проблемы на 8-м левеле. Теперь касаемо ВЛД, вот здесь уже интереснее. Центральная часть, ребят, 255, 266. Нас сюда восьмерки, девятки, десятки обычным типом снарядов не пробивает. Здесь вообще рикошет люк мехвода. Боковые части, ребят, 322, 337, 354, здесь аналогично. Ни хрена себе ВЛД. Да-да. Охренеть. Ладно, башня у нас сферическая, приплюснутая, да. Маска орудия смотрим. Ага, 338. Все, зашили. Броня просто лютая. Теперь здесь. Ага, 300. Здесь 279, 270, 305. Здесь 400, 500, 600. Все ясно. Есть лючок дырявый, 120. Но он маленький и в задней части башни. Ладно. Но есть тут прикол в башне другой. Казалось бы, маска, щеки. Просто лютое бронирование. Встанет в позицию, не видно будет НЛД, ничего не сделать, только выцеливать люк. Однако нет. Вот правильно ставим и смотрим. Прикол. 30 миллиметров крышка. Здесь рикошет, там побольше, да. Вот здесь 30. То есть по правилу 3 калибров пушка от 90 миллиметров сюда будет забрасывать как нечего делать. Ребята, сюда залетать нам будет все подряд. Все подряд. ББ в первую очередь, да. Понятно, даже фугасом можно щемануть прям верхнюю крышку. Ну что такое 30 миллиметров? Ну что такое 30 миллиметров? Фугасами можно кидать. Вот это беда. Касаемо борта, закаточный прямой. Над гусеничная полочка у нас раз изгиб, два изгиб. Хорошо, давайте смотреть. Внизу 150 миллиметров. Следующий изгиб у нас приведенки. Получается сколько? Сейчас мы его попробуем поймать. Так, он вот здесь идет, то есть вот здесь 208. И самая верхняя часть, ребята, 244 приведенки. А танкует от борта как? Ну с таким бортом, извините, 150 и тут гнутые там. Ну вы посмотрите. Там тысячи миллиметров приведенной брони, 700. Нижний 600. Можно перекрутить. Перекрутили. Ага. Тоже не пробивается 300. Вы представляете, уже борт просто перекрутили. Давайте еще перекрутим. Верхняя так и не пробивается. Здесь тоже. Здесь. Да тоже до сих пор. Че, бортом вообще играть? Может быть, при танковании. Так. Здесь не пробивается. Уже перекрутили люто. Ребята, вы посмотрите. Мы уже танк просто не пойми как уже поставили. Вот так только начинает пробиваться. Вот так чуть поставили, уже тут проблемы в задней части. Короче, лютая броня. Даже щеку подставляете, ребят, вот все, танкуете от борта. А здесь 274. Только голдой и только 10 и 9 левела. Только голдой. 8 просто, ну ничего ему от борта не могут сделать. Не могут и все, от слова совсем. Вот такая вот броня. Так, пушечка у нас 8 левела стоит, 122 миллиметровка Д25ТН. Вот, 390 у нас альфа на основном и на голдовом, 530 на фугасе, 203 пробития на основном, 270 на фугасе. Заряжается пушка 15 секунд, вот, а ДПМ, ребята, ну, 15 секунд ДПМ, это все правда на стоке, но все равно 1560, но это просто смешно.
точность тяжелого танка, который дерется в упоре 0,44. Ну и, конечно, говносведение почти 3 секунды 2,9. То есть по пушке это конченый кал на 8 уровне. Этот танк получается про танкование, но никак не про стреляние. Как можно на этом вообще стрелять? Касаемо полевой модернизации. Во втором слоте качаем вездеходную и ходовую. В четвертом слоте притирку, шествие наведения. Улучшаем сведение орудия. Да, в пятом звукоизоляцию. В шестом слоте вторым модулем, вторым слотом, точнее под оборудование, берем. В моем случае я катаю без турбины и закалки. Ставим огневую мощь. Если вы будете ездить на турбине, конечно же, ставьте мобильность. По оборудованию. Есть много вариаций сборки на этом танке. Вот, и, соответственно, у вас всегда здесь должен стоять досел и стаб. А вот в первый слот всегда должен быть досел и стаб. А в первый слот вы ставите, вот, либо как у меня, вентилятор, либо ставите закалку, либо ставите турбину. Все, больше сюда ничего не надо. Это под свой геймплей подбирайте. По снарядам, основной снаряд у нас летит 790 метров в секунду, и это очень нище, это особенности этой пушки, да. Кумулятивный у нас снаряд голдовый, летит 820 метров в секунду, ну и фугас летят так же, как бронебойки. Ребята, скорость полета на всех типах снаряда по нищему. К пушке реально нужно привыкать, очень. По снаряжению, ремка, аптечка, автоматический огнетушитель, вот, я поставил доп-паёк, у нас 4 члена экипажа, перки наблюдайте перед собой в таблице. Теперь по плюсам и минусам машины. Не надо там нам копаться вот в этих циферках, да, единственное, что посмотрит мобильность. Вот мобильность, видите, какая? Да, 30 вперед, 12 назад. У нас почти 13 лошадей на тонну, что нам говорит о том, что танк ни хрена не едет. Вот, это мы обсудим. Да. А в остальном же, скажем кратко, это танк для выполнения ЛБЗ, не знаю, что угодно, на танкование. Да, играете от борта, желательно попасть на городскую карту, где вы сможете играть от борта, но старайтесь играть именно от борта, не башни, иначе вам будут срать снарядами вот в эту верхнюю планку. То есть ищите позиции и прям, это танк именно танкование от борта, прям вот прямо от борта, это его фишка. Вот, по поводу пушки, ни хрена вы на нем не настреляете. Никуда вы из этой пушки не попадете. Ваша задача держать фланг и долго жить, учитывая ваше бронирование. Попадете на рельефную карту, вот с такими шикарными, конечно же, УНами, минус 6, ваша жопа сгорит синим пламенем. Это увы. Поэтому К2 это броня и игра от борта. Все остальное этому танку не подходит. Настрелы, засветы, приехать первым, все это не про этот танк. Отправляемся в бой, посмотрим, на что он, собственно, способен. Погнали. Так, господа, обзор боем у нас К2. Советский тяжелый прем-танк 8 левела. Попали мы в бой против девяток. Да, нужно учитывать этот момент. Сейчас поедем драться с девятками. Да, кто у них из девяток? БЗ-68. Фошек есть. Ну ничего. Едем. Сейчас от борта будем танковать. Что-то со мной никто из тяжей не поехал, ребят. Мне что-то подсказывает, что нас сейчас тут просто выщемят. Ну, вы знаете, что происходит? Все танки ушли у нас налево. Тяжелые. Все. Просто все. Один вообще на центре остался, БЗ. Имба. Имбическая. Кстати, просто на центре остался. Пустик. Это просто союзные чмырдяи, блядь, опять выигрывать не хотят. Я не знаю. Как с ними воевать? Просто никто не хочет выиграть. О, кто-то приехал.
интересно, почему он играет от борта на ВК? Это какой-то новый стиль игры на ВК? Ну давай. Проверяем борт на крепость. Ребят. Ух ты, гусеницу нам сломали. Нам гусельку сломали. Не пробили. Что вы там? О, забросили гранату. Гранату забросили. Эх, в люк хотел, не попал, да. Выдаю. Эх, не попали просто в люк, обидно. Да. Гусельку не обидно. Хорош. Все. Мы в люк выцелили. Свободен. Бортуем. Движение. Нам все поломали. Гусеницу. Мы тебе двигаться не можем. Так, все, уехал. Там окружение началось. Вперед, поехали. Ой. Сейчас стукну. Развели дурачка на 4 кулачка. Ну такое, короче. Что-то не настреливается. Не попали, ребят. Вот такая у нас пушка интересная. Ну, 2К сделали на этой восьмерке уже хорошо. По пушке у нас проблема, по танкованию все хорошо. Ребят, сами видите, 3600 натанковали. К2 это про танкование, но никак не про настрел. Все, всех убили. Скорость у нас доехать не позволила до врагов, но город мы держали. Один стоял там, один. Танковал всех убивал. Короче, ребят, 2 фрага. Все, имба. Да. Танкует справно. Но настреливает такой себе. Даже стандартные 3К настрелять на восьмерке. Но нужно сделать суммы. Но на этом танке тяжело. Пушка просто невменяема. К сожалению. Поэтому вот как-то так. Результаты боя мы заняли почетное. Вру, не почетное. 6-е место по настрелу. Ну, ассист фигня. Еще раз 3600 натанковали. Ребята, у кого есть в ангаре, кто купил, рассказ свои впечатления. Как по мне, хотелось бы на танке все-таки настреливать. Вот. На этом танке это тяжело делать. Поэтому по 5-бальной системе 3 с плюсом. Больше не за... Я даже язык не поворачиваю сказать 4 с минусом. Это 3 с плюсом этот танк. У кого есть, пишите, какой вы используете оборудование. Но досал и стаб это однозначно. Дальше, кто ездит на турбине, кто ездит на вентиляторе, кто-то ездит на закалке. Пишите, вы что используете. Вот. Обязательно подписывайтесь на канал, прожимайте лукас под видео. А я вам говорю, до скорых встреч. Пока. Товарищи танкисты. Все больше и больше людей товары приобретают на различных маркетплейсах. Я вам хочу порекомендовать Яндекс.Маркет.
Сейчас Яндекс предлагает большое количество товаров со скидкой до 70%. Это товары для дома, разная микроэлектроника, товары для детей. Также я для вас сделал витрину блогера, на которой подобрал различные компьютерные комплектующие, игровые ноутбуки и все необходимое для любого геймера. Ссылку на товары Яндекс со скидкой до 70% и на витрину блогера Индомита вы найдете в описании под роликом. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и конечно прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.